И всем привет, народ, с вами вновь я, Серж Рекс. И этот видос вышел исключительно по вашим просьбам, поскольку в вопросе на YouTube вы попросили запилить меня хоть что-то лорное на канал. За сюжетку я пока что не садился, да и честно скажу, третий сезон как-то очень пока что... Ну, такой жиденький по сюжету выходит, и ничем интересным от него пока что не воняет. Поэтому решил разобрать нейтральных персонажей и нейтральную тему в целом – коляски. Я же надеюсь, не я один их так называю. В любом случае, в этом видео я хотел бы разобрать их происхождение, значение для сюжета и, возможно, мы найдем что-то интересное в их истории. И я тут не буду затрагивать никакие игровые аспекты, потому что это не по моей уже части. Ну да ладно, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Перед тем, как начать разбор, вам, думаю, хотелось бы узнать, так называемые коляски – это роботы или все же души? Да, маленькие любители ремнанта. Я знаю, что у вас уже, видимо, триггер на это, но могу успокоить. Все коляски так или иначе являются роботами. В игре любой искусственный интеллект, как и сами роботы, кстати, указываются как собственная раса, именуемая с перевода предшественниками. С продвинутым искусственным интеллектом, аналогом PRTS, грубо говоря. На самом деле я и не удивлен. У нас же все-таки sci-fi вселенная, но эпизоды какой-никакой магии в кавычках в игре все же есть. Я вообще изначально считал, что все коляски содержат в себе частичку души каких-то убитых, неизвестных оперативников Родоса или типа того, но, увы, или к счастью, нет. Самой первой, самой доступной и очевидной коляской можно считать Lancet 2. Специально робот Rhodos Island на шестиколесной базе модели Rayteam S62, назначенный продавцом и инженером Clojure для оказания медицинской помощи в полевых условиях. Lancet 2 была произведена компанией Rayteam, а собрана уже в Колумбии. По характеристикам Lancet 2 высотой 149 см, развивает при этом максимальную скорость 15 км в час и срок эксплуатации с момента сборки примерно 2 года. Несмотря на то, что она, кстати, и на колесиках, пускай и продвинутый, у нее есть какое-никакое самосознание, ибо, цитата, она порядком недовольна модификациями Clojure. Ее настройки были изменены таким образом, чтобы повысить ее уровень симпатии Clojure, но она не понимает, за что она должна ее любить. Clojure сочла забавным пессимистичный характер Lancet 2, поэтому она увеличила частоту и степень депрессивности ее различных выражений. Архивный файл номер 1. Также в записи оперативника, она же Operator Records, если что, Lancet показывает себя со стороны чуткой проницательной машины из-за ошибок в программе, которая, заметив усталость доктора, советует ему выпить немного кофе, что как бы при нормальной работе случиться не должно. Это опять же подтверждает мои слова, сказанные выше касательно самосознания. И несмотря на тот факт, что Lancet 2 является талисманом Родоса, в сюжете она особо не фигурирует, появляясь только в ивенте The Great Chief Returns, а также в манге Истории зараженных, которую я разбирал в прошлом видео. Двигаемся далее. Castle 3. Такой же специальный робот Rhodos Island, тоже назначенный на базу Родоса Clojure и тоже на шестиколесной базе, но уже представленный для боевых целей. По характеристикам средняя скорость 23 км в час, высота 167 см и срок эксплуатации 3 года. Подобно Lancet 2 был произведен той же компанией Rayteam и собран также в Колумбии. Что касается модификаций, цитата, он не против модификаций Clojure и даже весьма доволен ими. Его настройки были изменены так, чтобы Clojure стала его любимицей, поэтому он доволен любыми действиями мастера Clojure или миссис Clojure. Ну, тут кому уже, думаю, как удобнее. В сюжете Castle 3 также особо нигде не фигурирует, однако из личного дела можно узнать, что у Castle 3 имеется значительный опыт помощи оперативникам Rhodos Island как на поле боя, так и за его пределами. Он просит оперативников, участвующих в полевых операциях вместе с ним, записывать количество побежденных противников, поцарапывая метки на корпусе, что объясняет некоторые поверхностные повреждения возле шокового модуля. Или что это вообще такое, не знаю. Хотя он утверждает, что его платформа не способна обучаться, он перенял привычку помечать убитых врагов у другого оперативника, погибшего на задании вместе с ним. В конце концов, Castle 3 начал сомневаться, сможет ли он долго прослужить из-за устаревшей платформы. Но, к счастью, благодаря поддержке доктора, Чиву и улучшениям не без помощи Clojure, он смог избавиться от этих сомнений и продолжить служить Rhodos Island до тех пор, пока его тело не сломается. Следующий по списку – Freestone 3. Данный робот уже отличается по своей конструкции от двух предыдущих, поскольку имеет четырехколесную базу и был создан для участия в полевых операциях. Кем именно не уточняется, но судя по его использованию в игре и в качестве щита, могу предположить, что появляется на поле боя в качестве поддержки. Сам, кстати, Freestone 3 назван в честь Карла Фристона, реального ученого, который проводил исследования в области нейробиологии и выдвинул теорию, где свел мозговые функции всех типов к необходимости минимизировать свободную энергию. Исходя из этого небольшого кусочка лора, я пришел к одной догадке, что Freestone 3 обладает не искусственным интеллектом, как другие его колесные собратья, но и его самосознание не оправдано программным кодом. Позже поймете почему. По характеристикам, Freestone 3 может развивать скорость до 24 км в час, ростом 145 см и пробовал в эксплуатации менее 1 года. Был разработан и собран уже в самом Родосе. Также он обладает новейшей разработкой от непосредственно Rhodos Island, а именно барьерным энергетическим генератором.
Поскольку этот персонаж в игре был относительно новым, то и в самом сюжете он фигурирует больше всего, и информации на него тоже соответственно больше. Итак, исходя из моего возможно неправильного перевода с Вики, Тревор Фристон был одним из предшественников, переживших некую катастрофу свыше, которая едва не уничтожила всю расу и создала новые проблемы для Терра, от Старпода до Этергейт, порождающего коллапсов. Тревор добровольно согласился на трансплантацию своего органического разума в синтетическую форму в рамках проекта «Предшественники», превратив Тревора в первого и единственного известного предшественника продвинутого органического ИИ, чтобы ускользать от расы наблюдателей, они же на английском Observers, и получившего задание следить за группой других выживших предшественников, находящихся в стадисе в комплексе под нынешними ремонтами, АК Ринлаб, который Колумбия позже окрестила так называемым залом стадиса, включая его жену и ребенка, до тех пор, пока их не пробудят, когда придет время в далеком будущем. Незадолго до того, как его запечатали в зале, Тревор также создает собственный искусственный интеллект, названный Марком Максом. Это реальное имя, если что. Который основал Колумбию и руководит ею из-за кулис, считая Тревора своим отцом. В течение следующих 13 тысяч лет Тревор посылает сигналы в космос в надежде, что другие предшественники за пределами Тревора откликнутся. Но ответа не получил. Более того, состояние спящих выживших предшественников начало ухудшаться, заставив его усомниться в жизнеспособности проекта, на который Тревор согласился, и поверив в его обреченность. К счастью, луч надежды блеснул над Тревором. Кристен Райт, основательница лаборатории Ринлаб, встретила его после открытия Холла, незадолго до начала так называемой дуги горизонта. Заинтригованный амбициями и решимостью Кристен, Тревор поделился с ней всеми своими знаниями о Терре и наблюдаемой вселенной, включая и Старпод, который Кристен успешно использовала, задумав дерзкую попытку прорваться сквозь барьер, препятствующий выходу жителей Терры в космос. Позже, во время выполнения проекта Дуги Горизонта, Тревор встретил двух людей из своей эпохи: Доктора, еще одного выжившего предшественника, с которым он был знаком в далеком прошлом, и Кальцит. Испытав их решимость противостоять неопределенному будущему с помощью голографических проекций, Тревор убедился, что они смогут принести лучшее будущее Терре и ее обитателям. Несмотря на потенциальные трудности, прежде чем раскрыть Доктору важную информацию об Оригиниуме, он просит Кальцит стереть его память, желая возродиться. Когда Кристен преуспела в своих усилиях, очищение было завершено, и Тревор потерял все свои воспоминания, что более-менее упростило ход событий. Однако у судьбы были свои планы на Тревора. Вскоре после этого с ним столкнулась Хухияк. Хотя его стертая память не позволяет Тревору удовлетворить жажду знаний Ку-Ук-Улкан, это, если что, раса Хухияк, она все же решила перенести его сознание к себе для некой сохранности, но была вынуждена передать его Кальцит по приказу Тинмана. И отчасти потому, что созданный ранее искусственный интеллект Тревора Макс надавил на Родс-Айленд, чтобы тот каким-то образом вернул Тревора им. Затем Кальцит сказала Коже поместить сознание Тревора в операционную платформу, похожую на ту, что использовали Castle 3, Lancet 2 и Term X. Таким образом, Тревор получает второй шанс в роли Фристона 3, четырехколесного робота на шасси модели SC, который быстро завоевал популярность у энтузиастов машин в Родос-Айленд и стал средством самообороны при необходимости. Фух. Скажу честно, даже в этом небольшом куске лора было сейчас столько сюжетных спойлеров всякой всячины, что на это хоть отдельный ролик пили. Давайте так, я знаю, что мы еще даже основную арку сюжета не разбирали, но если захотите видео про Старпод, то наберем под этим видео 70 лайков, окей? Тема все же обширная и интересная, да и я очень давно не просил таких вещей, так что почему бы и нет. Возвращаясь к появлениям в сюжете, Фристон 3 также фигурирует в Long Trail по причинам его связи непосредственно с Ринлаб и в 15 главе, которая еще не вышла на Глобале, так что что-то более интересное рассказать про него попросту нечего, но и на том спасибо. Далее по списку Term X. Робот передвигается на 6-колесной базе и предназначен для боевых действий подобно Castle 3, однако вместо базы шокером имеет способность к самостоятельной детонации. Произведен в Рейтим и был собран в Колумбии. Высота составляет 160 см, средняя скорость примерно 22,5 км в час, находится в эксплуатации менее года. К сожалению, к его биографии я почти что ничего не нашел и никаких упоминаний в сюжете нет вообще, поэтому просто двигаемся далее. Фонар 0. Впервые, как по мне, самая интересная коляска по дизайну. Робот, даже будет правильнее сказать платформа, была изготовлена на Родос-Айленд, и в отличие от других колясок, созданных либо по чертежам от Рейтим, либо по чертежам самого Родоса, Фонар 0 сильно отличается от уже видимых нами ранее конструкций, так как Фонар является собой смесью арт-таланта сарказов и современных технологий, а также некоего цитата души падшей банши. Что это на самом деле значит, я подробно так и не нашел информации, но предполагаю, что, возможно, это какой-то остаток от расы, которая была как-то связана с сарказмами, что напоминает больше мобильный алтарь, нежели робота. На поле боя преимущественно оказывает роль поддержки. Высота 160 см, средняя скорость 22 км в час и находится в эксплуатации менее года. В сюжете Фонар 0 сильно не фигурирует и никакого бэкграунда, кроме того, что она связана с Логосом, я, к сожалению, тоже не нашел. Justice Knight, или же в переводе будет как Рыцарь Справедливости. Робот на трехколесной базе, созданный по чертежам Рейтим и собран опять же в Колумбии.
Напоминает нечто, что скорее можно приравнять к Казимирам, нежели к остальным другим таким колесным моделям. И так оно и есть, поскольку он является снайперским роботом рыцарского клуба Pinus Silvestris и впервые появляется в ивенте Nero Light. По характеристикам, рыцарь справедливости высотой 160 см, развивает среднюю скорость 20 км в час и находится в эксплуатации 4 года. По его истории можно узнать, что это был робот старой модели, которая уже давно была снята с производства. По стечению обстоятельств, Wildman каким-то образом находит этого робота, чинит и посвящает его в рыцаря. После того, как Сильвестрис присоединились к Родусу, Кложер и Мейер доработали модель рыцаря справедливости, добавив к нему осознанный искусственный интеллект и доработав под огневую поддержку. Более в сюжете он тоже не фигурирует. Последняя, еще не вышедшая на данный момент коляска из ивента с Альтрексией, Confess 47. Внешне она похожа на карету с пушками, ну или на шкаф с сервизом, кому как угодно. Был изготовлен и собран в ветерана. По базовым характеристикам Confess 47 высотой 230 см, средняя скорость 16 км в час, находится в эксплуатации более 4 лет. Какой-либо информации на нее, к сожалению, тоже нет, так как ивент еще не выходил даже на глобале, и перевода на английском я, соответственно, тоже не нашел. На самом деле я был приятно удивлен ложными фактами, которые были представлены в этом разборе, и надеюсь, что данное видео, пускай и короткое, вам тоже зашло. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики. Также 18 числа в 7 часов вечера я планирую сыграть на стриме в новый ивент. Буду рад, если вы все же захочете. Ну а с вами был Серега, еще увидимся.